После этого видео вы станете бояться Красного моря. Узнаете, почему морские губки вызывают невыносимо болезненную сыпь и какой коралл вызывает ожог по боли сравнимый с раскаленным металлом. Как же красивы морские кораллы! Все мы хотим после отдыха на море привезти домой этот сувенир. Но природа предусмотрела этот момент, так что их яркий цвет и интересные формы – это не что иное, как очень опасная ловушка. Вообще, все кораллы уже сами по себе опасны, так как у них есть острые края, которые могут порезать кожу. Но некоторые из них могут также привести к ожогам, язвам и даже потере сознания. Поэтому, чтобы это предотвратить, сегодня мы рассмотрим 5 самых опасных кораллов нашей планеты. Жгучие кораллы мелипоры. Если вы когда-нибудь плавали в Красном или Карибском морях и вам посчастливилось увидеть коралловые рифы, то важную роль в их образовании играет эта красавица. Мелипора представляет собой эдакое хранилище известковых солей, которые в огромных количествах откладываются в ее внешнем скелете. А вот в ее основе лежат полипы, которые делают этот коралл очень опасным. Дело в том, что когда полип голоден, он начинает высовывать наружу эдакие щупальца со стрекательными клетками. При соприкосновении с мелкой добычей они парализуют жертву, после чего она жестоко съедается. Но эти стрекательные клетки могут навредить даже человеку. Если вы прикоснетесь к кораллу открытым участком кожи, то получите ожог по боли сравнимый с раскаленным металлом. Он не смертелен, но может вызвать болевой шок и потерю сознания. А теперь представьте, насколько это опасно, когда рядом с вами при погружении на большую глубину нет человека, который мог бы вам помочь. На самом месте ожога через несколько часов появляется пузырь, который в течение нескольких дней лопается, а на его месте появляется язва, которая будет затягиваться очень долго и мучительно. А в памяти себе она оставит пожизненный шрам. Ежегодно из-за этого коралла страдает около 1500 ныряльщиков, желающих сорвать такую веточку коралла на память. Красный прилив. На первый взгляд, такое красное цветение воды не должно вызывать опасений, но только в 2017 и 2018 годах красные приливы Флориды унесли жизни 452 редких морских черепах и 92 ламантинов. Но что же их убило? Виновником их гибели стал яд бревитоксин, который вырабатывается в организме животного, если он попадет в скопление этих водорослей, а его источником, в свою очередь, является вот такая мерзкая водоросль Карения brevis. Но опасность подстерегает также обитающих на дне рыб и беспозвоночных, ведь там уже другая водоросль Карения никематои вырабатывает сразу несколько опасных токсинов, способных устроить замор рыбы. Даже ученые связывают Красный прилив с первой из 10 казней египетских, которые, согласно Библии, предшествовали исходу евреев из Египта. Так что, если увидите вот такую стрёмную красную жижу, не вздумайте там купаться. Человек, конечно, не рыба, но навряд ли вы потом захотите иметь проблемы с кожей или заболеть какой-нибудь малоизученной болезнью. Болезнь ловцов губок. Издавна одним из профессиональных заболеваний ныряльщиков считалась так называемая болезнь ловцов губок, когда на теле подводного пловца появлялись жгучая багровая сыпь и язвы. Долгое время полагали, что виновником этой болезни является сама морская губка. Но в наше время ученые обнаружили, что опасно не само прикосновение к губкам, а прикосновение к щупальцам, сидящих на них розовых ядовитых полипов. Вообще, актинии представляют собой животных, способных достигать высоту до 1 метра, а живут они поодиночке и в поисках пристанища способны проходить небольшое расстояние. И тем самым пристанищем для них могут быть ракушки, камни и, разумеется, кораллы. Наверняка в фильмах или на картинках вы видели вот такую красоту. И вот та самая часть коралла, которая по форме напоминает хризантему, ну или георгину, на самом деле является ртом, окруженным многочисленными щупальцами тех самых опасных розовых актиний, собранных в венчик. Есть и пурпурные, и белоснежные, и зеленые, и даже нежно-голубые актинии. Но именно наша розовая актиния способна вызвать жгучую багровую сыпь и язвы. Если что, остерегайтесь ее у берегов Исландии, стран Европы, Африки и в Средиземном море. Желтый коралл-красавец. И снова погрузимся в Красное море. На случай, если вы захотите приехать в Египет, вам будет запрещено трогать, собирать и вывозить кораллы. На этот запрет есть 2 главные причины. Первое. Так власти Египта просто хотят сохранить природу коралловых рифов.
И вторая, главная причина – это их опасность. А любимчиком и одновременно опасным кораллом для туристов является тот самый желтый коралл-красавец. Результатом близкого контакта с ним будет сильный ожог, болевой шок и потеря сознания. А в качестве сувенира вы увезете с собой похожую на экзему опухоль, которая может быть заметна даже через 2 месяца. А когда она пройдет, на коже образуется болезненная язва, после которой останется шрам. Такие же последствия могут вызвать и другие кораллы Египта, так что лучше не рисковать и приобрести уже сухой неядовитый коралл в каком-нибудь сувенирном магазине. Пинария. Ну и последним героем нашего выпуска является вот эта крошка. Обитают колонии этих малышек, внешне напоминающие качающийся в воде папоротник, в северной части Тихого океана. Но не вздумайте к ним прикасаться, ведь они способны выделять опасный для человека токсин, который приводит к зуду или ожогу. Так что вторую часть времени вместо наслаждения прекрасными подводными рифами вы будете чесаться. Но чтобы всего этого не было, лучше не трогать голыми руками кораллы. Да и через гидрокостюм можно спокойно порезаться, так что берегите себя. И да, как вы заметили, я переехала, и в связи с этим на канале был небольшой перерыв. Но теперь я снова на ютубе и буду продолжать снимать для вас новые интересные выпуски. Благодарю за просмотр и до связи в следующем видео.